Всех привет, дорогие друзья, с вами я, Кислый. Сегодня мы с вами распакуем очень интересный микрофон от компании HyperX. В данный момент у меня микрофон называется Professional Gaming Production Microphone Kit. Да, с английским у меня все плохо. Итак, вот он, сам он, микрофон HyperX Quadcast. Я смотрел кучу обзоров, но я не понял, насколько он хорош или нет, поэтому я его купил. У меня было два выбора: либо купить HyperX, либо AT2020 USB. Но, к сожалению, второго варианта не было, поэтому я купил HyperX. Так, ну на упаковке как минимум я вижу надпись «Кастомизируется освещение», кастом освещение, антивибратор, Tap to Mute сенсор, который сверху, и что-то еще третье, видимо, режимы микрофона. Думаю, почему бы... кстати, со скайпом оно подходит, поэтому можно пользоваться. Вот сзади я вижу на русском: сенсорный датчик отключения звука одним касанием, встроенный поп-фильтр, регулировка усиления. Очень мне нужно это. Почему бы нам не распаковать? Ну, пока что на этом микрофоне, этот микрофон я покупал за 3000 рублей. Наверное, вначале поставил тайм-код, где я уже буду проверять новый микрофон, и надо как-то сравнить. Но я думаю, по звуку будет все понятно. А я пока что пытаюсь отклеить стикер. О, пошло. Так, аккуратно, аккуратно. Так, теперь надо открыть аккуратненько. И сверху нас ждет всякие брошюры. Так, это мы отложим. Всякие брошюрки. Надеюсь, тут ничего интересного... Нет, ничего интересного нет. Всякие там рекламки и так далее. У нас ждет самое интересное. Я уже вижу кусочек провода. И вот тут вот отверстие, техническое отверстие. Берем палец и достаем. Надеюсь, ничего не выбьется. И вот такой вот внутри. Полный анбоксинг. Давайте. При вас первый раз. Главное, ничего, чтобы не вывалилось. Я уже сзади вижу подставку для микрофона, но вряд ли я уже буду им пользоваться, потому что я купил вчера пантограф. Так, давай. Только аккуратно, пожалуйста. Вот, тут для меня выемка какая-то. Боюсь на весу. Может, это какой-то прикол. Оп, есть. Так, есть. Кабель в комплекте Type-C. Можно, кстати, что-то заряжать мне. Так, а потом для пантографа или для сменных деталей. Короче, детальник какая-то не нужна. И вот он сам микрофон. Он большой. Да, он достаточно большой. Тут есть регулировка. Все мы это протестим. Сзади Type-C, микрофон, вход, режимы. Ну, я чуть-чуть покрупнее вам в будущем покажу, или сейчас вы видите. И режимы звучания, так сказать. Режим подкаста, режим, который на 360, режим на 180 и на 2 канала. Ясненько. Думаю, почему бы его сейчас не подключить. Кстати, знаете, в обзорах говорили, что подставка такая плотненькая, но мне кажется, она немного хлипкая, потому что сейчас я покажу от этого микрофона подставку, и вы поймете всю разницу. Вот подставка от моего вот этого вот старого микрофона, и тут он прям существенный, и весит где-то, килограммов 0,30, 300 грамм, 400, я бы сказал бы. Вот этот микрофон, вот полностью в сборе, весит легче, чем просто подставка. Ладно. Качество сборки мне нравится. Вроде косяков никаких нет. Вижу внутри поп-фильтр в микрофоне. Но сейчас подключим и протестим.
Вот я его подключил. Все, получается, уже работает этот микрофон. Вот этот на стойке, он не работает. Можно его вот так вот побить, и ничего с ним не происходит. А работает именно вот этот вот микрофон. Сейчас могут быть шумы, потому что я буду его поднимать. Вот так вот он светится. И качество звука, не знаю, насколько отличимо. Но вроде чуть-чуть и даже стало лучше слышно меня, без каких-то шумов. Давайте его поставим на стоечку. И, кстати, хотел проверить, как... Вот, мы замьютились. Она просто сенсорная, можно просто дотронуться. И все. Не надо вот бить, и все. Просто нажал. Там провод шоркает. Ну, сейчас установим и протестим. Так, вот, наконец-то я чуть-чуть поднастроил. Тут всякие ползунки. Давайте усиление попробуем. Вот это усиление на минимум. Наверное, меня не слышно. А это на максимум. И тоже, наверное, что-то меняется. И, кстати, по-моему... нет, подсветка все время меняется. Не знаю, как меня слышно. Вот я, кстати, стойку дергаю. Тут провод, но провод надо чуть-чуть будет перецепить в другое место. И сзади есть ползунки. Вот они, всякие ползунки. Давайте их потрогаем. Сейчас, получается, берется канал отсюда, вот где я говорю, и отсюда. Так, как бы переключить. Кстати, нет, стой. Да. Вот, теперь канал берется только вот где я сейчас говорю. Не знаю, насколько меня хорошо слышно. Давай чуть-чуть усиление даже сделаем покрупнее. И давай еще что-то сделаем. Сейчас берет оно с 360. Получается, вот я тут справа как бы, слева как бы. Ну, я не знаю. Что-то должно и меняться. Так, и режим, который берет отсюда, и вот как раз отсюда. Ну, мы будем пользоваться вот этим режимом. Да. Без понятия, как меня слышно, на самом деле. Надеюсь, слышно меня более-менее. Сейчас я даже не знаю, что еще сделать. Ну, давайте вот... Провод мешается, но окей. Вот я мышкой щелкаю, вот по клавиатуре что-то бью. Не знаю, слышно, нет. Вот такой вот небольшой обзор был на микрофон HyperX. Как он называется? Quadcast S. Мне пока что вот на начальных тестах все понравилось. И, кстати, никакой обработки звука не было, потому что я не вижу смысла на обзоре делать обработку звука. А зачем? Пускай все знают, как на самом деле микрофон работает. Кстати, тут вот на картинке написано, какой режим за что отвечает. Пока что микрофоном я доволен. С вами я был Кислый. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока.